Привет, мои дорогие! Хочу вам показать траву, называется шандра. Пустырниковая шандра, вот она сзади меня. Достойная трава, она так же как и пустырник лечит сердце, лечит нервную систему, систему сосудов, но еще и дополнительно печень, желудок и некоторые свойства, которые даже, наверное, не свойственны пустырнику. Вот эта трава как раз таки лечит. Давайте на нее посмотрим внимательнее. Я вам немножко расскажу. Вот шандра пустырниковая. Вот так она выглядит. Растет на пустырях, возле леса. Не часто ее встретишь. Как пустырник, она также действует на сердечную систему, на сосудистую, на работу сердца. Цветки у шандры собраны в мутовки. Также цветет, как и пустырник. Ну и некоторые из этого рода губоцветные. Узнать это растение можно легко по стеблю. Ну, по листьям, по стеблю. Вот стебель у нее такой четырехгранный. Это у всех яснотковых. А еще у нее выразительный запах. Он такой тонкий, приятный и очень похож на пустырник. Такая же свежесть от нее исходит. Ну, она, конечно, горьковатая. Да, даже я бы сказал, горькая. Не такая, как некоторые травы. У пустырника, кстати, нет такой горечи. У шандры есть. Ну, те, кто заботится о здоровье, хочет себя подлечить, я думаю, горечь не помеха. Я уже об этом как-то упоминал. А вот сейчас я рядом взял в кадр. Это интересная полынь. Это один из видов полыни. Она называется, вот как она выглядит. Она называется Божье древко, Божье дерево. Полынь лечебная. Ну, о полыни это я рассказывать сейчас не буду. Не об этом речь. Но попозже я сниму тоже о ней материал. Вот такие у нее полезные свойства. Так что, как говорится, прошу любить и жаловать. Собирайте, сушите, делайте настойки. Лечите себя, лечите других. Мир трав способен нас вылечить и сделать лучше. Слышал одно выражение у одной бабушки-травницы. Она говорила, чем больше мы пьем этих трав, тем лучше мы становимся с ними. Желаю вам того же. Пока-пока.